Всем привет! Думаю, что вы уже обратили внимание на странный формат данного видео и на странный интерфейс, который окружает меня. И сегодня как раз таки мы с вами поговорим об обновлении Rope, которое у нас переработало интерфейс и добавило много чего нового. Ну а с вами, как всегда, Роман с канала Нейроген, и поехали! Несмотря на то, что интерфейс очень сильно изменился, логика работы с программой осталась в принципе точно такая же. То есть вот здесь вот мы с вами начинаем загружать наши папки. Здесь мы выбираем папку, куда все будет сохраняться. Здесь мы выбираем папку, где у нас будут находиться видео, с которыми мы будем работать. А здесь мы выбираем папку с изображениями наших лиц. У меня здесь уже все сохранено, то есть все пути уже выставлены. Поэтому я могу нажать Start Rope. Как вы видите, у нас загрузилось сейчас наше видео, фотографии. И уже можно, в принципе, работать с программой. То есть вот сейчас я выберу какое-нибудь видео. Оно загружается вот в окно предпросмотра. И из новшеств у нас сейчас появилось аудио. То есть если раньше у нас в окне предпросмотра не было аудио, теперь уже аудио здесь есть. Но есть важный момент. Данная версия программы пока что идет под версией 0.0. То есть сам разработчик позиционирует ее как предварительную. Поэтому здесь нет некоторого функционала, которые были в последних версиях. Например, работа с фотографиями. Это появится позднее. Но, тем не менее, все самое основное, что было связано с видео, здесь сейчас уже присутствует. Для того, чтобы произвести замену лица, нам необходимо промотать вот таким образом до момента, где есть у нас необходимое нам лицо, нажать кнопку Find Faces, то есть здесь у нас определяются лица, которые есть в кадре. Clear Faces — это удаляет все лица, которые мы распознали, и Swap Faces отвечает как раз-таки за замену. То есть давайте снова найдем лицо. Выберем его. В нем тут появится такая маленькая черная рамочка. Не знаю, видно ли вам на видео или нет, но обратите внимание, что когда вы выбираете лицо, появится черная рамочка. Это не очень удобно, честно говоря, но вот что мы пока что имеем. Затем мы выбираем лицо, которое будем вставлять. И дальше нажимаем кнопку Swap Faces. Ну вот, видите, в принципе, лицо заменилось. Можно дальше включить предпросмотр, оно будет работать. То есть в целом механизм замены остался тот же самый. Теперь давайте перейдем уже к более интересному и, возможно, к более сложному моменту. Это у нас настройка параметров замены. Теперь вы можете сохранять все параметры, и при следующем запуске вы можете нажать просто-напросто загрузить параметры, и у вас подцепятся те параметры, которые вы выставили. Кроме того, можно также сбросить все на стандартные настройки. В блоке Restorer у нас находятся Face Enhancer, то есть модели, отвечающие за улучшение качества лица. Модели, в принципе, остались все те же самые. Давайте я его активирую сейчас для наглядности. Это GFPGAN, CodeFormer, GPN 256 и GPN 512. Как вы можете заметить, абсолютно все параметры сопровождены маленькой подсказкой, поэтому вы можете навести мышкой, и в правом нижнем углу у вас в программе появится подсказка, то есть что за что отвечает. Для настройки силы улучшения лица мы можем использовать параметр Blend. То есть вот мы сейчас его меняем, и как раз таки у нас в режиме реального времени меняется само лицо. Также вы можете переключать различные модели. Только важный момент, пока что программа не поддерживает высвобождение памяти. То есть когда вы будете экспериментировать, менять модели на ходу, у вас есть большой риск, что память может закончиться. Следующий параметр Similarity Threshold у нас влияет на то, как сильно будет применяться замена к лицам в кадре. То есть, грубо говоря, если у вас лицо не распознается, вы можете повысить этот параметр, но одновременно с этим еще этот параметр может повысить вероятность ложных срабатываний. То есть у вас будет маска дипфейка накладываться в том числе еще и на других людей в кадре. Поэтому с этим параметром будьте аккуратнее. Параметр ориентации отвечает у нас за то, как маска находится относительно лица. В принципе, он нужен в тех случаях, когда объект находится горизонтально или в каком-нибудь нестандартном положении. То есть голова там, допустим, лежит или еще что-нибудь. Вот давайте я вам сейчас покажу. Вот как вы можете видеть, вот у нас получается искажение сейчас, потому что мы маску вертим туда-сюда. Значение Strange у нас отвечает за то, как сильно накладывается маска. Смотрите, если мы его увеличиваем, то у нас степень сходства будет повышаться. Но при этом будет портиться качество картинки, скорее всего, и будет возникать большее количество артефактов при замене. То есть давайте сейчас включим с вами play и посмотрим, как это будет в динамике смотреться.
Ну вот, например, можно заметить, что лицо несколько неестественно выглядит. Вот да, особенно вот здесь вот. Особенно здесь. Поэтому с этим параметром нужно быть аккуратнее. Тем не менее, на фотографиях это очень полезный параметр, позволяет добиться очень хорошего качества замены лица. Совсем забыл. У нас есть здесь кнопка, называется Show Mask. И она позволяет нам вывести сейчас в левой части кадрированное лицо, а справа маску. То есть как она выглядит. Это позволяет нам добиться большего контроля над заменой, а также лучше понять, как различные параметры влияют у нас на то, как выглядит маска. Поэтому давайте сейчас мы ее включим и дальше продолжим уже с этим режимом. Следующие параметры у нас отвечают за края маски. Регулируя их, мы можем позволить себе подрезать, например, лоб, то есть у нас будет лоб уже с оригинала, либо же по краям, или же снизу. То есть, если у вас есть какие-то проблемные моменты, например, чаще всего это бывают проблемы с волосами, либо же там уши, которые плохо наложены, то вы можете подрегулировать края маски и тем самым добиться как раз-таки более натурального эффекта, скажем так. Блок дифференсинг у нас отвечает за смешивание. Вообще, в принципе, он смешивает у нас оригинальное лицо с лицом, которое мы меняем. Но здесь я вижу, что есть некоторая проблема, потому что в прошлых версиях это работало нормально, а здесь у нас получаются какие-то странные артефакты. Думаю, что данную опцию починить в следующих обновлениях. Пока что она, как я вижу, вызывает проблемы. Поэтому перейдем дальше. Параметр Occluder позволяет нам сделать края маски по контуру лица. То есть, как вы видите, если переключить его в положение активного, то у нас масочка сразу становится из квадратной по контуру лица. Тем не менее, вы можете ее настроить. То есть, регулируя как вверх, так вниз, вы можете сделать ее, допустим, побольше, поменьше, как вам нужно. Параметр Mouse Parser действует подобным же образом. Только он обрезает маску по контуру рта. Смотрите, сейчас мы его включили, прибавляем его значение, и как вы можете заметить, у нас теперь рот остается с оригинала. Для чего это нужно? Это нужно прежде всего, если вам необходимо добиться максимально хорошей артикуляции, мимики рта, так как наложенное лицо чаще всего съедает мимику оригинала. Параметр Face Parser действует у нас как Occluder. Единственное, я пока не понял, чем он отличается, но, как вы видите, он тоже обрезает у нас маску по краям. И, честно говоря, выглядит несколько спорно. То есть, я не уверен, что он действует лучше. Давайте сейчас сравним, допустим, вот на стоп-кадре Face Parser и Occluder. Нет, ну смотрите, например, Face Parser у нас по факту лучше отслеживает контур лица, лучше отслеживает его силуэт. И вот в таких сложных моментах, как кадр сбоку, он справляется лучше, чем Occluder. То есть тут интересно, то есть с этим стоит поиграться. Насколько я помню, Face Parser в прошлой версии не было, поэтому это новый функционал. Блок Text-Based Masking — это у нас блок клипа. Кто, может быть, помнит, клип позволял нам убирать некоторые объекты, чтобы маска не ложилась поверх них. То есть, например, чтобы глаза не накладывались поверх очков и тому подобное. То есть сюда необходимо было написать просто там, допустим, очки, и масочка ложилась уже более корректно. Сейчас здесь я протестировать не смогу, потому что здесь нет никаких подобных объектов. Могу лишь сказать, что данный параметр теперь стал потреблять намного меньше видеопамяти и оперативной памяти, чем это было ранее. Поэтому, если раньше я не рекомендовал пользоваться клипом, а говорил, что пользуйтесь Occluder'ом, то сейчас, в принципе, можете поиграться с этим значением. Параметр Overall Mask Blend отвечает у нас за сглаживание краев маски. То есть, выставляя его в большую сторону, у нас получаются более мягкие грани. Также у нас появился новый блок цветокоррекции. Для чего он нужен? Смотрите, допустим, если мы с вами сейчас поднимем максимально значение стрэнджа, то у нас очень часто меняется цвет лица. Он становится либо красноватый, либо синеватый. Чтобы этого избежать, мы можем сделать небольшую такую простенькую цветокоррекцию сразу же здесь. То есть незамененное лицо будет применены данные параметры. Например, вот мы сейчас убавим красный. Я сейчас специально очень сильно сделаю, чтобы просто вы понимали, как это работает. Там зеленый поменять и так далее.
Так, пролистаем еще немножко ниже. Здесь у нас скрылись еще несколько параметров. Давайте спустимся с вами чуть пониже, и там мы увидим еще несколько дополнительных параметров. Следующий блок у нас отвечает за масштабы лица и за его, грубо говоря, координаты. Значение threads — это у нас потоки. Теперь вот максимальное количество потоков 20, но, возможно, вы сейчас видите по подсказке, разработчик пишет, что 5 потоков рекомендуется для 24 гигабайтов видеопамяти. Честно говоря, не знаю. Мне кажется, это завышенное требование. Но рекомендую вам начинать, если у вас слабые видеокарты, с 2-4 потоков. То есть это очень важный момент. У вас либо будут ошибки по памяти, либо у вас будет замедление работы, потому что часть данных будет выгружаться в оперативную память. Об этом и других проблемах дипфейков я уже рассказывал в одном из видео. Тут где-нибудь будет подсказка, поэтому если вы столкнулись там с ошибкой распознавания лица или же у вас какие-то другие ошибки в консоли, то посмотрите данное видео. Большинство проблем там уже разобрано. Ну а дальше можем видеть дополнительные параметры. Тип детекции лица — это либо модель Retina Face, либо YOLO V8. Ниже мы можем выбрать с вами обработчик видео, это либо FFmpeg, либо OpenCV. Я рекомендую оставить FFmpeg, потому что он, как правило, работает шустрее. И FFmpeg Quality — это у нас значение, отвечающее за, ну, если грубо говорить, битрейт на выходе. При значении 16-18 мы получаем такой же битрейт, который у нас был на входящем файле, то есть у исходника. Чем больше значение, тем хуже качество, то есть здесь обратная пропорция. Чем меньше значение, тем качество лучше. Ну, не качество лучше, а битрейт лучше. То есть лучше качество того, что мы подали на исходнике, у нас не будет в любом случае, но размер файла может раздуться. Поэтому рекомендую ставить там от 16 до 18. Как правило, этого вполне достаточно. Итак, параметры у нас все выставлены, все настроено. Давайте сейчас я выключу маску, чтобы сразу же было видно всю картинку. Как записать видео? Мы с вами сейчас перематываем все в самое начало. То есть, в принципе, все то же самое, как и было в прошлых версиях Rope. То есть, тут ничего так кардинально много не поменялось. Нажимаем кнопку записи и кнопку play. Все, в принципе, сейчас у нас в режиме реального времени пошла запись ролика. Ну а теперь думаю, что можно подвести итоги. И еще я хотел бы дополнительно поговорить с вами об таких специфических ошибках, которые возникают именно в данной версии. В целом, я думаю, что программа все-таки достаточно простая. То есть, еще раз повторим, это у нас здесь вот видео, в котором мы будем работать, лица, с которыми мы будем также работать, которые мы будем вставлять. Выбираем видео, выбираем найти лицо в видео, подставляем, сопоставляем пару, нажимаем Swap Faces. Также вы можете таким образом, то есть сопоставлять пары, выбирая несколько разных лиц, потому что здесь поддерживается мультизамена. Справа мы выбираем с вами параметры, которые хотим применить на видео. Внизу, в правом нижнем углу, есть пояснение, подсказка. Если хотите, чтобы подсказки были на русском языке, то пишите об этом в комментариях. Я посмотрю на вашу активность. Если активность будет большая, то я займусь данным переводом. После того, как мы все это выставили, мы с вами перематываем в самое начало, нажимаем play, запись, и видео у нас начинает обрабатываться. Ничего, в принципе, сложного, просто все стало несколько иначе выглядеть и чуть-чуть более современно. Теперь поговорим об ошибках. Когда вы выбираете папку с лицами, иногда бывает, что у вас не распознаются никакие фотографии. Такая проблема бывает по ряду причин. Во-первых, это некорректные имена. То есть, если у вас названо что-то, если у вас файлы названы на русском языке, то они не распознаются. Используйте английские символы, цифры, что-нибудь такое простое. То есть, не надо использовать сложные названия, они тоже могут вызвать проблему. Второй момент. Если у вас на фотографии несколько лиц, это вызовет конфликт, и у вас не загрузятся все фотографии. Тем не менее, если у вас все нормально, но все равно в консоли возникает ошибка и не распознаются лица, то пока что остается только маленькими пачками по 2, по 3 фотографии или по 5 фотографий, смотря сколько у вас там, загружать их в папку, которую мы выбрали, и таким образом методом проб и ошибок найти те фотографии, которые вызывают конфликты, и удалить их. Но портативную версию данной программы вы, как всегда, можете найти по ссылке в описании. Она уже готова к запуску. Вам необходимо просто распаковать архив, запустить файл под названием Start Portable NVIDIA, и программа уже будет готова к работе.
С вами был Роман. Пишите, как вам новая версия ропа. Увидимся с вами в следующих видео и пока-пока.